Это непосредственно встроенный ноутбук для настройки серверов. А вот он, актовый зал, в котором далеко не все были. А тут рабочее серверное оборудование. И вот панель управления. Кстати, чешские проекторы, еще чехословацкие точнее. И шикарный вид на весь Белград. Многие из вас уже слышали об этом удивительном творении югославского архитектора Михаила Митровича. А для тех, кто еще не в курсе, что же это за объект, в этом видео я расскажу его историю. Но самое главное, башня Генекс изменилась. Изменилась до неузнаваемости. Я покажу другой Генекс, который вы еще точно не видели. Летом этого года внутри здания начался капитальный ремонт, и все его интерьеры, словно застывшие во времени, уже почти перестали существовать. Мы посмотрим, что же происходит сейчас с югославской легендой. Увидим некогда скрытые от чужих взоров технические помещения, киноконцертный зал на крыше башни, о существовании которого мало кто знает, и многое другое. Всем привет! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. Такая сегодня у нас необычная экспозиция. За моей спиной, а точнее сказать над моей головой, вы можете видеть самую верхнюю точку башни Генекс, западных ворот Белграда. Не прошло и нескольких лет, как мне наконец-то посчастливилось сюда добраться. До сих пор у меня это не складывалось по разным причинам. Ну а теперь давайте отправимся с вами вместе по этажам знаменитой Белградской башни и посмотрим, что же там сейчас происходит, тем более, что изменения за последние несколько, даже не лет, а месяцев произошли разительные. Свое знакомство с югославским небоскребом я начинаю с подъема по лестнице. Несмотря на то, что в башне присутствует 3 пары лифтов, некоторые из них даже работают, пользоваться ими я не собираюсь из соображений безопасности. В башне идет демонтаж всей внутренней отделки, и она полна рабочими. А на нижнем этаже сидит охрана. И, как я могу предположить, у них даже еще работают некоторые камеры видеонаблюдения. По этой же причине нижние этажи, примерно до 10-го, я прохожу по возможности быстрее, чтобы не быть замеченным рабочими. Кстати, интересно, что лифт используют сейчас просто для того, чтобы через шахту сбрасывать с верхних этажей мусор. Вот и исполнилось мое старое желание попасть в Генекс. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я застал это некогда роскошное офисное здание в период его реновирования, его ремонта. И сейчас, конечно, большинство этажей пусты. Много где вот так вот навалена мебель, некогда роскошная мебель. Но давайте сейчас попробуем пройтись быстро по всем этажам, которые доступны. И вместе посмотрим на эту картину. Кстати, не скажу, что на эту грустную картину, потому что здание не сносят, в здании идет ремонт. Здесь просто будут располагаться другие, более современные офисы. Здание представляет собой 2 башни, соединенных в верхней части перехода. В одной из них, 35-этажной, находилась штаб-квартира крупнейшей югославской внешнеторговой компании General Export, сокращенно Генекс. Именно по наименованию компании здание и получило одно из 2 своих названий. Во второй башне располагаются квартиры. Второе свое имя – Западные ворота Белграда. Здание получило потому, что находится оно недалеко от западной границы Нового Белграда, рядом с магистралью, по которой в город въезжают автомобилисты, и из-за характерной формы самих башен, соединенных перемычкой, словно образующих ворота.
На вершине между двумя башнями расположено круглое сооружение, в котором располагался ресторан. По задумке архитектора ресторан должен был вращаться вокруг своей оси, позволяя посетителям любоваться видами на весь Белград. Но эта идея так и осталась нереализованной. Внутри строения были смонтированы все необходимые механизмы, чтобы обеспечить вращение ресторана. Но сам двигатель, который должен был осуществлять вращение, так и не был закуплен из-за его баснословной стоимости, которую не смогла позволить себе потратить даже такая богатая компания, как General Export. Общая высота здания составляет 115 метров, а со шпилем 135. Строительство было начато в 1971 году и длилось почти 10 лет. Сдано в эксплуатацию здание в 1980 году. Где-то все выглядит вот так. Уже полностью содрана вся отделка, вся интерьерная отделка. И просто грудой сложена мебель, которая здесь была. Вот там вот часики остановились на половине первого. Кстати, проходя уже несколько этажей, могу заметить, что по всем этажам, по всему зданию была практически одинаковая мебель. Но это и не удивительно. Интерьеры одинаковые, потому что здание принадлежало одной корпорации. И, собственно, они на все здание сразу закупали и мебель, соответственно. А вот виды на Нови Белград, пока еще с далеко не верхнего этажа, но зато мы здесь скрыты широкоформатным полотном, на которое нанесена реклама практически в высоту всего здания. Календарик за 2013 год. Ну а мы продолжаем подниматься выше. Это уже 11 этаж. То есть, если учесть, что в Сербии первый этаж считается как приземля, то мы сейчас находимся на 12 этаже. К слову сказать, то, что сейчас здесь идет ремонт, в этом даже есть свои плюсы. Мы можем посмотреть уже после того, как сняли декоративную обшивку, как выглядела начинка Генекса, как здесь устроены, проложены инженерные коммуникации. И это тоже, по-моему, достаточно интересно. По центру здания много таких небольших комнатушек технических, в которых были за декоративной обшивкой спрятаны все вот эти вот коммуникации. Башня Генекс стала первым умным зданием в Югославии. Уже в те времена внутри были смонтированы все необходимые системы обогрева, вентиляции, кондиционирования, которые управлялись централизованно компьютером. А вот какие были серверные стойки. Тут даже еще сами серверы сохранились, но, видимо, достаточно старые, с дисководами 3,5 дюйма. И такой вот ноутбук для настройки сервера. Кстати, смотрите, это непосредственно встроенный ноутбук для настройки серверов, то есть он складывался в такой плоский чемоданчик, потом открывался. Здесь тачпад, я так понимаю. Прикольно. А вот и еще серверная стоечка. А здесь место для перекуса местных монтеров,
которые сейчас разбирают Genex. Вот интересная деталька. Громкость какого-то динамика. Возможно, внутреннее радио в здании. Причем видно, что это совсем старый переключатель еще со времен югославских. А вот, скорее всего, так было выполнено это местное радио. Это уже, пожалуй, самые верхние помещения Генекса. Здесь, похоже, был бар. Туалеты. А вот он, актовый зал, о котором я слышал и в котором далеко не все были. Актовый и кинозал, вот там вот кинопроекторная. На самом верхнем этаже башни Genex располагается кинозал, актовый зал. Далеко немногие вообще об этом знают. Там, видно, сохранилось проекторное оборудование. Сейчас попробуем туда попасть, хотя я не уверен, что сейчас получится. И вот, похоже, он выход на крышу. Конечно же, мы сейчас туда отправимся. Чуть-чуть попозже. А вокруг предпоследнего этажа башни Genex идет балкон. Здесь даже были какие-то декоративные клумбы, что ли. Вау! И шикарный вид на весь Белград. Просто шикарный вид на весь Белград. Такие тут интересные катакомбы под трибунами кинотеатра. Какой-то телефонный аппарат, похоже, факс старый. Это выход, рабочая зона бармена. Я просто сейчас пытаюсь найти проход в проекторную, но, видимо, он явно не отсюда. Да, вот в кинопроекторных мне еще никогда не доводилось бывать. Здесь целое техническое помещение под вентиляцию. Причем оно не одно, их два проектора и с двух сторон вот такие технические вентиляционные помещения. Вот, собственно, сами проекторы. Два проектора. Обалдеть. Здесь, смотрите, градусник. Сейчас здесь в помещении порядка 26, наверное, градусов тепла. Обалдеть. Да, ребята, в живых проекторах мне действительно не доводилось бывать. И вот панель управления. Кстати, чешские проекторы, еще чехословацкие точнее. А это, ребята, чтобы вы думали, переход в жилое здание. Скорее всего, конечно, он закрыт. Вот уже технические этажи. Мы уже находимся выше, по-моему, жилого здания. Что интересно, сюда тоже вели лифты. Обалдеть. А тут рабочее серверное оборудование. Ребята, вау. Я вообще такого не мог себе представить. Вот такая вот круглая пристройка. Получается 33-й этаж. И что интересно, внутри здания сейчас работают лифты. И вот, друзья, мы на кухне ресторана, который расположен в башне Genex. Тут, слава богу, еще вообще ничего не начали распиливать, не начали выносить. Причем кухня, интересно, она идет вокруг лестницы, вокруг строения, возвышающегося над самой башней, внутри которого расположена лестница. Да мать вашу. Ресторан был закрыт для посетителей в 1996 году, еще задолго до того, как свою деятельность приостановила фирма General Export.
Но интересно то, что и в годы своей работы он не был доступен для широкой публики, а обслуживал только сотрудников внешнеторговой фирмы и их гостей. Ну что ж, давайте немножко пройдемся внутри помещения, которое образует собой круг снаружи лестницы. Но, что интересно, достаточно тесно здесь. Даже кассовый аппарат. И старый телефон. Мужской и женский туалеты с двух сторон кухни. И лестница нас ведет наверх. Там 34 этаж. Где-то слышно, как работают или серверы, или кондиционеры. А это этаж ресторана, и, к сожалению, он закрыт. Да, вот там, видимо, находится серверная. Ну и шум все увеличивается и увеличивается. Серверная и, очевидно, выход на крышу. Поднимаясь на крышу и на этаж ресторана, мы попадаем в машинный зал. Видимо, вот это все было связано с отоплением. И наверх ведет крутая винтовая лестница. Расхладно-кулы, охлаждающие башни. То есть надо полагать, что вот в этом помещении находилась система кондиционирования самой башни Genex. И, естественно, сюда тоже можно было приехать на лифте. Здесь выйти на крышу, к сожалению, не получилось. Кроме того, над дверью стояла вполне вероятно рабочая камера наблюдения. Вот и еще одно интересное помещение. Это лифтовая. Как раз с той стороны, которая обслуживала те шахты, которые сейчас напрочь уже разгромлены и через которые спускают мусор. Ну что же, друзья, все-таки мне удалось выйти и на крышу одного из самых знаменитых зданий Сербии, может быть, самого знаменитого здания Белграда, башни Genex.